Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите. Или что от вас, возможно, скрыто. Чего вы не предполагаете. И действительно, мы не все знаем, не все можем объективно рассмотреть или предположить. Но все же те процессы, которые были запущены ранее. Может быть, это на более таком глобальном масштабе. Они и продолжат развиваться. И январь– это последний месяц, когда Уран в ретро-движении в знаке Телец, и это пробудет до 4 февраля, в центре наших интересов и вопросов это именно наше благополучие. И в данном случае Уран будет нам отчасти помогать постепенно завершать сложные темы, постепенно расставлять логические точки в волнующих проблемах или волнующих историях. И все равно это для нас со знаком плюс, но я могу предположить, после 4 февраля до 26 апреля, мои дорогие, там уже будет директный прямой Уран, и стало быть, там как-то будет больше динамики. Поэтому так немножко настроимся на историю как бы в растяжку, да, вот быстро тут оно, наверное, не пойдет, хотя, конечно, у кого как. И будем реалистами, не обязательно, что кто-то от нас там нарочито скрывает или хитрый план строит. Я не исключаю этого, конечно, но все же мы и сами можем чего-то не замечать. У нас сегодня две колоды. Цыганский оракул, старинный оракул, Сибилла. Карты не менялись ни в значениях, ни в изображениях, мои дорогие, поэтому будем перекладывать на нашу современность. И мы достанем три карты, как три знака судьбы. Первая карта. Чего вы не видите? События на пороге. Что буквально идет в вашу жизнь. И события первых дней, с первых дней месяца. Вторая колода метафорических карт 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Каковы ключи? А вы переложите вашу историю на метафору карты, я так думаю, какую-то подсказку она вам даст. И наш вопрос, что придет в вашу жизнь? Что спешит, может быть, в вашу жизнь? А что уйдет? Что будет продолжаться? Может быть, не только января, а с заходом и на февраль. Чем не соблазняться, что нам не нужно, что нам может помешать. А на что соглашаться, что для нас во благо, и чего опасаться, с чем быть осторожными. Итак, ух ты, тут сюрприз, чего вы не видите. Правда, тут какой-то богатый улов. Получится либо вопрос решить, либо все-таки улов, да? Человек как минимум нужно для этого сеть забросить. Ну или попытаться что-то сделать. И здесь, тем не менее, вот какой-то сюрприз, неожиданный. Это значит, то, что мы делали, может получить какой-то более грандиозный отклик, как минимум. Давайте достанем еще одну карту. Немножко раскроем. Это какая сфера жизни или с чем это связано? Ну вот смотрите, я говорила, изображения, значения не менялись. Солдат. Кто такой солдат? Ну, хотя я допускаю, потому что меня смотрят люди очень из многих стран, и где-то сейчас либо идет война, либо вот в той местности, где вы проживаете, в принципе, неспокойно. И, конечно, это тоже может говорить о чем-то, да, но, в принципе, нам что хочет передать, какой образ карта. Мы видим все-таки персона. Это та персона, которая живет по приказу. И по приказу у нас не только солдаты живут, мои дорогие. Узкие специалисты у нас тоже живут, некоторые по приказу. Хотя это могут быть люди в форме, может быть и какая-то таможня, к примеру, почему нет. Или когда официальные лица, они ведь тоже действуют в рамках собственных полномочий, потому что могут они, ну вот как будто имеют полномочия от и до, да, и они за эти рамки не выходят. Может быть, вы будете получать какую-то консультацию или прояснять интересующий, волнующий ваш вопрос, и для вас тоже будет своеобразный сюрприз. Вы не знали, как обустроить какое-то дело, а теперь вы уже видите, да, может быть, какую-то тему вы считали как тупиковой, а здесь вы будете понимать, как вот это ноу-хау, как мне действовать. В конечном итоге радость все-таки она будет. Может быть, от конкретного человека, от какого-то, вы получите как весточку.
Хотя я могу даже предположить, к примеру, вы отправляли куда-то запросы или, может быть, сами отправлялись, и теперь уже ожидаете ответа, то, скорее всего, вы тоже это как будто получите. Но вот то, что вы не видите. События на пороге. Жена. Ну, здесь буквально нам показана леди с ребенком. Может быть, это вопросы семьи, давайте будем говорить. Но еще не случайно ж ребенок. Это забота о каком-то вашем детище, мои дорогие. Может быть, и буквально у кого-то забота о детях, да, тут мы все разные. А у кого-то это могут быть вопросы, которые связаны именно с личной жизнью, может быть, и вашим домом, место проживания. Вот события на пороге. Тут, наверное, будет у каждого как-то по-своему. Я достану дополнительную карту. Доктор-врач нам тут показан. И опять же, это специалист. Как будто тот специалист, который нас консультирует. Это все то, что я только что сказала, может перекликаться. Может быть, это даже две темы. И документы, и еще одновременно тут у кого что, личная жизнь, у кого-то дом, у кого-то переезд, может быть и так. Я вполне такое могу предположить. И нам ведь не говорят, что вы болеете. Нет. Тут говорят о том, что вам необходима консультация специалиста. Вам как будто нужно знать вот это ноу-хау. Как что-то обустроить, как подступиться, может быть, к решению какого-то вопроса. Вам нужно не додумывать самому, мои дорогие водолеи, а именно узнать у какой-то ответственной персоны, которая, ну, разрешит ваши сомнения. Или которая для вас как-то объективно. Ведь врач – это тот, кто нас рассматривает объективно. Поэтому тот, кто может объективно оценить ваше состояние или состояние дел. Комната. Ну, может быть, у кого-то поездка, допустим, какой-то, ну, как санаторий или какое-то место отдыха, да, где вы получаете, может быть, и процедуры какие-то, и укрепляете собственное здоровье или внимание к самому себе, самой себе, может быть, и к детям, когда мы как оздоравливаемся. Или отдыхаем, но не совсем тут про ничего не делание, нет, а это мы где-то, словно вот в этой комнате находимся. Правда, у кого-то либо переезд, либо планируемый переезд, или желание, да, как создать дом, может быть, и личная жизнь. Ну, потому что пока вы как будто, ну, кто-то из вас может быть либо на расстоянии, либо кто-то может готовиться к переезду или какой-то очень важной для вас поездке. И значит, для кого-то станут вопросы размещения конкретно. Ну вот перекладывайте, я уже просто разные варианты. Куда вы отправляетесь, что вы там будете делать, где вы там будете находиться, за что, за какие гроши, может быть, вы там будете жить. Ну, вот такая самая разная история. Нам не говорят, что буквально это произойдет в январе, хотя у кого-то и так. Может быть, это даже чуть позже, или это какой-то планируемый, да, переезд, поездка, и вам тоже как будто к этому нужно подготовиться. Ну вот перекладывайте на себя. Тут что-то интересное у вас такое, мои дорогие водолеи. События с первых дней месяца. Ух ты, деньги. Может быть, это работа, да, такая удаленная, когда вы отправляетесь куда-то именно за тем, чтобы заработать деньги. Но тут, правда, вот этот вот улов, да, или вот этот вот сюрприз, как будто деньги. Удача вообще-то, да? Но нам вот удача в виде денег. Поэтому события с первых дней месяца тут какая-то удача. Решить либо согласовать, либо продумать, да, и куда-то отправиться. С чем это связано? Ага. Тут как будто удача, она идет на ваш порог. Но рядом аркан так и называется, высокомерие. Павлин. Может быть, это какие-то контакты с людьми, которые вы их знаете. И неважно, кем они вам приходятся, но это мы можем расценивать, что нам как будто повезло вот именно встретить этого человека. Или у нас появился какой-то, ну, такой вот очень неплохой вариант. Но, может быть, это контакты с тем человеком, мои дорогие водолеи, когда все равно человек на своей волне, потому что, ну, вот он чем-то своим занят. А что это еще? Свадьба. Тут, знаете, нельзя находиться в предубеждениях. Вам как будто посылают, ну, я надеюсь,
Все правильно понимают, что тут не совсем про свадьбу. Опять же, значения не менялись. Тут ведь свадьба что это? Подписание соглашения, подписание договора или переподписание, потому что вполне вероятно в январе, где-то в феврале, ну, до 26 апреля, так это точно. Мы можем что-то переделывать все равно. Может быть, больше активности или когда сама по себе необходимость появляется переписать, переделать, пересчитать и так далее. Или, может быть, перезаключить какую-то именно бумагу, соглашение, да? Она может появиться именно январь до 4 февраля. Но, может быть, часть вопросов, она так плавно перетекает и на февраль туда подальше, и будет продолжаться еще и до марта. У кого-то может быть и так, но для кого-то это именно личная жизнь, вопросы пары, семьи, дома, непосредственно, может быть, и детей. Я такое тоже допускаю. Но посмотрите, каждая карта, каждая позиция, я бы сказала, здесь у нас радость, здесь у нас тоже что-то приятно стабильное, а здесь и удача, и свадьба. Да, вот аркан высокомерия мы можем переложить так, что мы как будто уверены в том, что то, что у нас в январе, как будто открывает новую возможность, будет продолжаться очень долго. И мы можем замечтаться или быть вот так вот, да, как этот павлин, на своей волне, распушить словно хвост и себя так это демонстрировать. Но я шутливо говорю, надеюсь, все меня понимают. Я бы сказала, все-таки будьте-ка вы внимательны на всякий случай. Хотя ни одна карта нам не дает подсказку какого-то подвоха. Ну, вот давайте мы рассмотрим так вот поподробнее. Что придет в вашу жизнь? Ну, правда, деньги, дом, благополучие. Решение какого-то вопроса по части недвижимости может быть и так. Я не исключаю, что кто-то может отправиться на заработки, например. Или для кого-то решится окончательно вопрос по части личной жизни. Вы сами открываете дверь тому, кого сочтете нужным лицезреть или кому захотите. Вы хозяин положения. Девятка пентаклей, карта финансового успеха. Но она сразу нас призывает к бдительности и расчету, потому как девятка в нумерологии это вибрирующее число. Сегодня девятка как бы, да, или иногда мы перевернем 6, да, как бы 6 это у нас победа, а 9 нам говорит о том, что не за горами какой-то новый цикл и стало быть перемены. А что уйдет? Карта будущего, тройка жезлов. Ну, может быть, это вы откажетесь даже от какого-то или даже от ряда каких-то проектов, которые вы строили до этого времени, и вам придется корректировать план. Явно не каждый план, который вы продумывали, может быть осуществлен, по крайней мере, в январе. Здесь нужно, да, вот в данном случае какая-то пафосность, она нам может помешать, потому что, ну, может быть, как дела на злобу дня. Вот тут явно будут какие-то вопросы, знаете, как первоочередной важности, которыми вам или вы вынуждены заниматься именно сегодня, сейчас. Но тут есть и такой момент, когда мы можем сами от чего-то отказаться. Все-таки это имеет для нас значение. Поэтому, если есть какая-то идея у вас, а пусть у вас не получается именно в январе это осуществить, не выбрасывайте это как будто, не перечеркивайте. Ну, примите просто жизнь, что она не бывает полностью предсказуема, да. Я часто говорю свою любимую коронную фразу: «Жизнь иногда напоминает покер». Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Видимо, вот как-то складываются у вас обстоятельства, что вот то, что сложилось, как будто этим нужно заниматься. И это не говорит, что ты навеки вечный, вот именно в январе будешь, Водолей, определяться. Нет, тут просто что-то вот как тема, наверное, финансов, все-таки нам тут не единожды об этом сказали. Может быть, и заставляет вас где-то корректировать планы, но пока еще мне, я бы сказала, не отказывайтесь. Тут само время, судьба расставит все по местам, что будет продолжаться. Вот какая-то работа у вас будет продолжаться. Может быть, работа будет продолжаться даже какой-то более далекий период времени, да. Почему вот мы можем как будто так переиграть что-то, подумать, что, ну да, были планы одни, а тут вот как-то немножко может пойти по-другому.
что будет продолжаться. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. И нам буквально говорят: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Может быть, вам жизнь дает шанс. Сначала вы как стабилизируете что-то одно, а после, вот не теряя какие-то свои идеи, а после, значит, будет время приступить к какому-то еще проекту. И Уран, он все дробит. Поэтому планировали один проект, поверьте, будет 2 или 3, а то и больше. Вот как-то так. И нужно будет рассчитать силы, мои дорогие. Но в этом, наверное, и заключается профессионализм. Нам здесь именно ключевая фигура, вот этот профессионал, который делает свою работу, мастер тату. И неважно, вот каприз клиента, хочу архара на спине. Странно, да? Ну ладно, если ты хочешь, пожалуйста. И неважно, как будто кто что думает. Не случайно эта дверь, она хоть и закрыта, но она стеклянная. Ничто не мешает видеть, что же там происходит. И мастеру тоже все равно, что там задумала девушка, или что там она, какие у нее измышления по этому поводу, или с чем, с каким сюрпризом она придет. Он просто выполняет свою работу. Вот это будет продолжено. Чем не соблазняться? Ух ты, тут правда у вас выбор. Вот как я говорила, видимо, по тройке жезлов. Может быть, будет такая мысль, а не бросить ли мне это все? Вот в каком-то контексте или какую-то вашу идею, задумку. Может быть, к вам поступит такое предложение, которое именно выглядит как удача. И это будет такой повод задуматься, а туда ли я иду вообще, да, ну так философски, если. Или все мои прежние предпочтения, а так ли уж они верны? А нужно ли мне этим заниматься? Тут, вы знаете, будьте верны своей мечте. Тут именно январь есть январь. Он дает вам, может быть, знаете, как какой-то разбег, какой-то старт, осуществить что-то для себя. Поэтому к этому времени будьте архивнимательны. Потому как пусть вас переключает жизнь на что-то одно, но следом за этим, как бы Вселенная, судьба предполагает, что для вас именно это будет каким-то отправным пунктом или стартом к каким-то вашим свершениям, может быть, к вашей миссии. Вот нам изображена двойка мечей. Сложный выбор нам показывает, правда? Стоит монахиня, она открыла дверь на плач младенца. И что она видит? Среди холода, луж, снега, дождя крошечка плачет. Она обескуражена, она удивлена, она растеряна. И не случайно ведь монахиню изобразил художник. То есть принять монашеский постриг, это для этого должно какое-то произойти в жизни очень такое мощное триггерное событие, после которого человек принимает такое важное решение. И, может быть, эта женщина мечтала о теплом уютном доме, о большой семье. Много детей будет, да, но жизнь сложилась, повернулась как-то не так. Это все то, что мы где-то пережили. Это то, что нас уже сформировало, мои дорогие. Поэтому чем не соблазняться? Тут не совсем какая-то история прошлого, мои дорогие, понимаете? И она может быть только в том контексте, что это прошлое не тот путь, который мы уже прошли. А из прошлого как будто нам нужно не забыть нашу мечту. Я уже не раз об этом говорила. И вот если она мечтала, да, о детях, ей как будто Господь дает возможность ощутить радость материнства. Что она будет делать с этой крошкой? Понятно, она среди луж его не оставит, она занесет в дом. Но, а вот что будет потом? Опять же, я об этом говорила. Вот какая-то ваша идея, мечта, задумка. Либо она отдаст приемным родителям, либо она сама, пройдя какие-то препоны, будет воспитывать малыша сама. Вот именно. Вот такой выбор. Не соблазняться, как будто, знаете, вот от чего-то не отказаться. Вот. А на что соглашаться? Соглашайтесь на те варианты, которые более для вас создают больше благополучия. Там, где вы можете что-то просчитать. Соглашайтесь на то, что вы должны сохранить какую-то сумму денег. Вам вот как будто судьба помогает, да? Либо заработать, либо решить через какой-то вопрос, да? Вы тут явно в каком-то выигрыше можете или в каком-то плюсе, но вам это нужно сохранить.
Потому что, может быть, это для будущего. Будет опять же что-то меняться. По королю Пентаклей на что соглашаться? Ведь эта карта такого, знаете, консерватизма в квадрате. Он большой консерватор. С вдохновением у него сложновато. Может быть, и пока вот какая-то мечта есть, а вдохновения нет. Ну и оставьте. Это не значит, что мы должны все перечеркивать и выбрасывать. Или начать тут что-то ломать. Нет. Просто у вас сейчас, значит, январь, может быть и февраль. Именно тот месяц, когда вам нужно что-то стабилизировать. Вот именно свою или финансовую историю, или решить некоторые вопросы по документам, ну, условно, обрести какой-то базис, мои дорогие, чтобы эти ресурсы, они более надежно были в ваших руках. И вы тогда дважды будете ресурсны, и уже будете что-то планировать на будущее. Чего опасаться? Каких-то новых предложений, новых людей, новых визитеров. Какие-то подарки вам тут дают. Остерегайся, да, вот как в Писании. Бойся донайцев, дары приносящих. Может быть, какие-то деньги, которые легкие деньги, мои дорогие. Тоже опасайтесь. Одним словом, будьте аккуратны с новыми знакомыми. Может быть, будет много новых людей, много новых контактов. Вы пока не знаете, чем дышит человек. Не будьте самоуверены. Вот она, да. Павлин вот этот наш. Нам может показаться, так будет всегда. Вот вы это знаете, это как такая мощная ловушка для человека. Кажется, сейчас хорошо, ну чего бы я, с какого перепугу, должен думать, что завтра должно быть плохо. А нам говорят, а нет. Учись себя, Водолей, сохранять несколько иначе, в другом ключе. Перекладывайте на себя, мои дорогие Водолеи. Надеюсь, наш прогноз вам был чем-то полезен или какие-то подсказки вы получили. А я благодарю за то, что вы и пишете мне добрые душевные комментарии, смотрите мои видео и читаете мои публикации. Кстати, перейдите на мой сайт, прочитайте «Коридор возможностей» на 2026. И у меня там другие есть также статьи. Я оставлю несколько ссылок или переходите на главную страницу моего сайта. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.